Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Спасибо, что смотрите это видео. Думаю, если вы выращиваете сладкий перец в открытом грунте или теплице, вас вполне резонно интересует вопрос: а нужно ли посынковать сладкий и горький перец? И что обрезать или обрывать у перцев, чтобы получить хороший урожай? Начнем с того, что сладкий перец иноземец на наших огородах и в теплицах. Он родом из Центральной Америки, из тропических районов, и по факту совсем даже не однолетняя овощная культура, а на минуточку многолетний полукустарник. Отсюда и вопросы, посынковать или нет. Ведь в наших краях сладкий перец селекционеры приспособили к периоду вегетации в 90-130 дней, в зависимости от сорта и зоны районирования. А вот и ответ. Если вы живете в теплых, южных, субтропических и тропических широтах, перец вполне может успеть вызреть, даже если вы не будете посынковать растения, удалять определенные боковые побеги, цветы и прищипывать верхушки. Но чем севернее ваш огород или приусадебный участок, и чем прохладнее в теплице, тем большему угнетению следует поддавать зеленую массу растения в период сильного роста и начала цветения, чтобы она не тянула на себя питание, а оно шло в плоды. И плоды, такие сладкие перчики, успели вызреть. Для 6-й климатической зоны, где я живу, посынкование перца нужно совершенно минимальное. Я удаляю листья и боковые побеги, которые находятся ниже развилки стеблей куста перца и ниже первого цветка, который обычно завязывается в этой развилке. Иногда он бывает там не один. Зачем это нужно? Чтобы куст перца лучше проветривался и листья растения не имели контакта с почвой, на поверхности которой встречается патогенная для сладкого перца микрофлора. Также перец после удаления нижних листьев и боковых побегов легче мульчировать и поливать, а почву вокруг легче рыхлить. Далее я удаляю первый цветок или первые цветки, которые образовались в самой нижней развилке стеблей. Это нужно для поощрения куста перца к дальнейшему росту. Если этот цветок или цветки оставить, развитие и рост растения замедлятся. Питание будут забирать эти первые перчики, и хотя растение еще молодое и слабое, но вегетационные часики тикают, лето не длится вечно. На этом мои манипуляции со сладким перцем по посынкованию и обрыванию цветов и листьев заканчиваются. В наших широтах перцы успевают хорошо набирать листовую массу и формировать большой урожай при надлежащем уходе, подкормках и поливах. Для тех же, у кого лето покороче и кто хочет урожай и плоды побольше, рекомендую удалить вторые цветы, которые образуются в развилках стволов перца выше. Это простимулирует рост растения, формирование боковых побегов, то есть пасынков. Дальше, по мере нарастания боковых побегов, можно сформировать куст с таким расчетом, чтобы плоды были крупнее и успели вызреть. В конце периода вегетации искусственно ускорить созревание плодов поможет прищипывание верхушек побегов перца.
Таким образом, растение остановится в росте, а все питательные вещества, накопленные в листьях, растение направит в плоды. Напоследок скажу, в теплых широтах, где сладкие перцы выращивают на огромных полях, с посынкованием и прищипыванием никто не заморачивается. Полукустарник, сладкий и горький перец, плодоносит так, как только может. Его надо лишь своевременно поить и кормить. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Я буду очень признательна. Спасибо за просмотр!